Сегодня я покажу, как скомпилировать библиотеку в NetBeans с использованием MinGW, компилятора MinGW. Итак, для начала запускаем NetBeans. Идем в папку с NetBeans и запускаем. Итак, создаем новый проект. И выбираем здесь, в данном списке, здесь можно выбрать C++. И здесь мы выбираем Dynamic Library. Можно, в принципе, выбрать какой-то другой пункт, например, Application или Static Library, а впоследствии изменить в настройках проекта на нужный нам тип, в данном случае на динамическую библиотеку. Итак, идем дальше. Здесь, ну да, кстати, еще не сказал, что компилировать мы сегодня будем библиотеку, которая называется GLFW или GLFW. А, Итак, сохраняем проект. И теперь для начала нам надо будет вообще скачать эту библиотеку. Эта библиотека используется для того, чтобы создать и настраивать контекст OpenGL или OpenGL. То есть она облегчает эту задачу. Я в одном из следующих уроков покажу, как использовать OpenGL, как создать приложение с ним. И планирую вообще сделать серию уроков по OpenGL. Итак, для начала нам надо загрузить, как я сказал. Можно, в принципе, загрузить предкомпилированные уже бинарники, но в этом уроке я буду показывать именно, как компилировать из исходников. Итак, идем сюда, жмем на кнопку скачать, вот Source Package, и распаковываем наш архив. Распакуем мы его, ну, пускай вот сюда вот и распакуем в папку загрузки. Итак, теперь добавим исходники из этой библиотеки в наш проект. Выбираем добавить существующие элементы. Идем в загрузки. Вот сюда мы распаковали эту библиотеку и заходим в исходники. Здесь нам нужно добавить в принципе все C-файлы, за исключением тех... нет, даже не так. Здесь только по одному можно добавлять, поэтому по-другому сделаем. Нажмем вот, добавить папку. И затем... Да, вот она, идем опять в загрузки. И добавляем всю папку src.
Так, все, жмем добавить. И затем нам необходимо будет удалить некоторые файлы, потому что они специфичны для некоторых платформ только. Например, вот все, что имеет в имени слово Cocoa, нам точно не нужно, потому что это файлы для macOS. У нас Windows. Значит, мы выбираем Remove from Project, то есть удаляем из проекта их. И еще удалим вот эти вот x11 файлы. Они нам тоже не нужны. Точно не нужны. Так, удаляем их из проекта. Все, вроде бы остальные можно оставить. Ну, если что, потом удалим их тоже. В любом случае, сейчас у нас, конечно, ничего не соберется, будут ошибки разные. Потому что первое, что нам надо сделать, обязательно добавить. У нас, в общем, исходники все являются C файлами, то есть это они предназначены для C компилятора. Для начала убедимся, что у нас стоит наш компилятор. И выберем в C компиляторе 64 бита, так как именно для него мы хотим компилировать. И самое главное, надо добавить наш путь к инклюдам glfshным. Выбираем папку, куда мы распаковали библиотеку. Это вот в загрузках идем. Теперь выбираем папку include. Все, выбрали ее. Окей, apply. Все, теперь, по идее, библиотека должна даже успешно скомпилироваться. Нет, секунду, сейчас, значит, посмотрим. Заново ее нет, что-то ему не нравится. Что именно, давайте посмотрим. Да, вот она, все ясно. Здесь ошибка у нас выводится. Файлы с расширением M нам тоже не нужны. Это тоже, они тоже специфичны для macOS. Поэтому их мы тоже удаляем. По-моему, здесь только один вроде бы был. Больше я не вижу. Все. Обратно компилируем. Так, все скомпилировалось, но хоть компиляция прошла успешно, у нас создалась библиотека, то есть файл этой библиотеки финальный. Если мы зайдем вот сюда в наши проекты, вот здесь вот наш проект, и можно увидеть, что здесь у нас есть наша библиотека. Но проблема вся в том, что работать она не будет, когда мы ее подключим к нашему OpenGL проекту. И вся проблема заключается в том, что когда вы компилируете библиотеки, необходимо компилятору, как правило, давать определенные ключи, то есть определенные указания, как он должен компилировать эту библиотеку.
И в данном случае нам необходимо передать несколько дефайнов этому компилятору, точнее компилятору передать несколько дефайнов, чтобы у нас правильно скомпилировалась библиотека. Так, значит, идем в наш C-компилятор и сюда вот preprocessor definitions надо в данном случае конкретно для этой библиотеки, чтобы были вот такие вот три define. То есть у нас вот я здесь могу сделать несколько пробелов, чтобы было лучше видно, какие именно дефайны. Вот эти вот три дефайна необходимо передать компилятору, иначе он неправильно соберет библиотеку и работать она не будет. В общем, жмем Apply, ОК и пересобираем. Все, вот она пересобралась у нас. Хотя, возможно, она даже, я не уверен. Да, она не пересобралась. Я вижу, время там старое у нее. Сейчас 19:35, а она 19:32 была создана. Поэтому надо сделать просто в данном случае выбрать, очистить проект и заново его пересобрать. И мы увидим, что у нас и размер будет другой. Ну да, точно. Я вижу, кое-что еще нужно передать. Я совсем забыл. Секундочку. Нам нужно еще в данном случае передать обязательно линкеру тоже некоторые ключи, то есть некоторые параметры. И мы идем сюда в параметры линкера, и здесь в поле Additional Options надо передать вот такие вот параметры для того, чтобы он слинковал с определенными библиотеками динамическими и нашел все нужные функции, которые мы используем вот в этой библиотеке. Итак, выбираем опять Clean and Build. И все, как видим, у нас все теперь успешно собралось. Сама библиотека стала весить почти 1,2 мегабайта. И теперь это точно рабочая библиотека динамическая, которую я буду использовать в следующем уроке. В идеале, в принципе, она должна сработать. В идеале можно еще сделать специальный файл, который используется именно для компилирования проектов. То есть в MinGW обычно можно использовать саму вот эту вот DLL, вот этот файл, для того, чтобы компилировать проекты, которые его будут использовать. Но лучше всего все же использовать специальный файл в специальном формате для этих целей. Так, и я покажу, как это сделать.
Так, для этого нужно кое-что добавить. Так, ладно, я покажу это в следующем уроке, наверное. Да, лучше всего в следующем уроке, я думаю. Если э, вот этот файл с DLL не сработает, то я покажу, как это исправить.